Привет, друзья! Сегодня мы с вами погрузимся в одну из самых захватывающих и загадочных тем современной науки и философии – параллельные вселенные. Представьте себе, а что если прямо сейчас, в этот самый момент, где-то существует другая версия вас, которая делает что-то совершенно иное? Или целая вселенная, где законы физики работают иначе, а история пошла совсем другим путем? Это не просто фантазия из фильмов вроде «Доктора Стрэнджа» или «Все везде и сразу», это реальные гипотезы, которые обсуждают ученые по всему миру. Сегодня я расскажу вам про 10 самых интригующих гипотез о параллельных вселенных, разберу их с точки зрения науки, философии и даже немного фантазии. Поехали! Первая гипотеза – это так называемая многомировая интерпретация квантовой механики. Звучит сложно, но давайте разберем. В квантовом мире частицы, такие как электроны, могут находиться в нескольких состояниях одновременно. Это называется суперпозицией. Но когда мы их измеряем, они выбирают одно состояние. В 1957 году физик Хью Эверетт предложил: а что, если при каждом таком измерении Вселенная буквально раскалывается на две? В одной вы видите, что электрон пошел налево, в другой – направо. И так с каждым квантовым событием. Представьте масштаб – триллионы частиц, триллионы расколов каждую секунду. Это значит, что где-то есть Вселенная, где вы сейчас не смотрите это видео, а, скажем, пьете кофе на Марсе. Критики говорят, что это слишком расточительная идея – плодить бесконечное число миров ради каждого квантового выбора. Но сторонники отвечают: а почему бы и нет? Это объясняет странности квантовой механики без лишних допущений. Вторая гипотеза связана с космологией и называется инфляционная мультивселенная. Чтобы понять ее, нужно вспомнить, как родилась наша Вселенная. После Большого взрыва был период стремительного расширения – инфляции. Некоторые ученые, вроде Андрея Линды, считают, что инфляция не остановилась везде одновременно. Где-то она затормозилась и родилась наша Вселенная, а где-то продолжается до сих пор, порождая новые пузырьковые вселенные. Каждая такая вселенная – это свой пузырь с уникальными физическими законами. Может быть, в одном таком пузыре гравитация отталкивает, а не притягивает. Или там вообще нет времени как концепции. Интересно, что эта гипотеза возникла не из фантазии, а из попытки объяснить, почему наша Вселенная так идеально настроена для жизни. Возможно, мы просто один из бесконечного числа вариантов. Третья гипотеза – это математическая мультивселенная Макса Тегмарка. Этот шведский физик пошел еще дальше и сказал: а что, если все возможные математические структуры реальны? По его мнению, наша Вселенная – это просто одна из бесконечных математических систем, где работают определенные уравнения. Где-то есть Вселенная, где p не равно 3,14, а, скажем, 4. Или где двумерные существа живут на плоскости без понятия о высоте. Это звучит как чистая философия. Но Тегмарк утверждает, что математика – это не просто инструмент описания реальности, а сама реальность. Если задуматься, это немного пугает. Мы лишь уравнение, которое кто-то решил. Четвертая гипотеза – это бранный мир. Она пришла из теории струн, которая пытается объединить квантовую механику и гравитацию. Согласно этой идее, наша Вселенная – это трехмерная брана, плавающая в многомерном пространстве. А рядом, в этом же пространстве, могут быть другие браны, другие вселенные. Они могут быть так близко, что их гравитация влияет на нас, но мы их не видим, потому что свет и материя заперты на нашей бране. Ученые даже предполагают, что темная материя – это, возможно, отголоски соседней браны. Представьте, прямо сейчас через вашу комнату может проходить другая вселенная, и вы об этом даже не подозреваете. Пятая гипотеза – это циклическая мультивселенная. А что, если вселенные рождаются и умирают в бесконечном цикле? Есть теория, что Большой взрыв – это не начало всего, а просто отскок после сжатия предыдущей вселенной. Получается, время бесконечно, и каждая новая вселенная – это как новая страница в книге. Некоторые физики, вроде Роджера Пенроуза, даже нашли в космическом микроволновом фоне странные узоры, которые, по их мнению, могут быть следами прошлых циклов. Это заставляет задуматься, а что, если где-то в прошлом или будущем есть другая версия нашей истории? Шестая гипотеза – симуляционная мультивселенная.
Вы наверняка слышали про идею, что мы живем в симуляции, как в «Матрице». Философ Ник Бостром однажды подсчитал, если цивилизации будущего смогут создавать симуляции с сознанием, то вероятность, что мы настоящие, а не симулированные, крайне мала. А теперь представьте, что таких симуляций бесконечное множество, и каждая — это отдельная вселенная со своими правилами. Где-то вы — герой средневекового мира, где-то пиксель в видеоигре. Это поднимает вопрос: если мы в симуляции, то кто ее создал? И что, если создатели тоже симуляция? 7-я гипотеза – квантовое мультивселенное сознание. Здесь мы уходим в область философии и нейронаук. Некоторые ученые, вроде Дэвида Дойча, считают, что сознание каким-то образом связано с квантовыми процессами. А если так, то, возможно, каждое ваше решение, выбор кофе или чая утром, создает новую ветку реальности. Это как многомировая интерпретация, но с акцентом на человеческое сознание. Звучит красиво, но пока нет доказательств, что мозг работает именно так. Хотя, признайтесь, идея, что вы сами творите Вселенную своими мыслями, довольно вдохновляющая. 8-я гипотеза – топологическая мультивселенная. А что, если наша Вселенная бесконечна и в ней есть повторяющиеся регионы? Если пространство бесконечно, то где-то там, за горизонтом, должна быть точная копия вас, этого видео и всей Земли. Это не совсем отдельная Вселенная, а скорее бесконечные вариации внутри одной. Ученые подсчитали. Если Вселенная действительно бесконечна, то ваша копия может быть в 10 в степени 10 в степени 29 метров отсюда. Это число настолько огромное, что его невозможно представить, но сама мысль о дублях где-то там завораживает. 9-я гипотеза. Черные дыры как порталы. Есть идея, что внутри каждой черной дыры рождается новая Вселенная. Когда массивная звезда коллапсирует, она сжимает материю до бесконечной плотности, сингулярности. Некоторые физики, вроде Ли Смолина, считают, что за этой сингулярностью может быть новый большой взрыв и новая Вселенная. Более того, Смолин предположил, что Вселенные размножаются через черные дыры, и те, где больше черных дыр, выживают. Это почти дарвиновская эволюция космоса. Если это правда, то наша Вселенная — лишь одно звено в бесконечной цепочке. И, наконец, 10-я гипотеза — параллельные измерения. Это классика научной фантастики, вселенные, которые существуют в других измерениях. Теория струн говорит, что может быть до 11 измерений, и мы видим только 4 — 3 пространства и время. А остальные? Возможно, в них прячутся целые миры. Представьте, существа из 5-го измерения могут смотреть на нас, как мы смотрим на плоский рисунок. Мы их не видим, потому что застряли в своей плоскости. Это пока спекуляция, но эксперименты на Большом адронном коллайдере ищут следы этих измерений. Итак, что мы имеем? 10 гипотез, каждая из которых по-своему объясняет, могут ли существовать параллельные вселенные. Некоторые основаны на строгой математике, другие — на смелых предположениях. Но все они заставляют нас задуматься. А что, если наша реальность — лишь капля в бесконечном океане? Лично мне нравится думать, что где-то там есть вселенная, где я уже снял это видео, и оно набрало 1 000 000 просмотров. А как считаете вы? Верите ли вы в параллельные миры? Или это просто красивая сказка? Пишите в комментариях, ставьте лайк, если тема вас зацепила, и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые погружения в тайны космоса. До встречи в следующей вселенной.